Жизнь – это череда случайностей, которые, переплетаясь, создают узоры судьбы. Порой один незначительный поступок может изменить все. История, которую я хочу вам рассказать, о доброте, которая, казалось бы, осталась незамеченной, но в итоге принесла неожиданные плоды. Это история о том, как один простой жест человечности перевернул жизнь молодого человека и открыл ему двери в мир, о котором он даже не мечтал. Был холодный осенний день, небо затянуло серыми тучами, и мелкий дождь, словно сетка, окутывал город. Листья, уже пожелтевшие и промокшие, лежали на асфальте, создавая ощущение увядания и грусти. Люди спешили по своим делам, кутаясь в пальто и поднимая воротники, чтобы защититься от пронизывающего ветра. Среди этой серой массы выделялся молодой человек по имени Алексей. Он шел медленно, его руки были глубоко засунуты в карманы старого потрепанного пальто, а взгляд был устремлен в землю. Алексей не был счастлив. Его жизнь казалась ему чередой бесконечных неудач. Работа, которая не приносила удовольствия, одиночество, которое с каждым днем становилось все более невыносимым, и чувство, что он застрял в бесконечном круге рутины. Он шел по узкой улочке, когда его внимание привлекла пожилая женщина, стоящая на краю тротуара. Она выглядела растерянной. Ее тонкие руки сжимали сумку, а глаза беспокойно смотрели на поток машин, которые мчались мимо. Алексей остановился. Он не мог просто пройти мимо. «Вам помочь?» – спросил он, подходя ближе. Женщина вздрогнула, словно ее разбудили от глубокого сна, и повернулась к нему. Ее лицо было морщинистым, но глаза яркими и живыми, словно в них все еще горел огонь молодости. «Ох, молодой человек, я не знаю», – начала она, но голос ее дрожал. «Я боюсь переходить дорогу одна. Машины такие быстрые». Алексей кивнул и протянул ей руку. «Давайте я вам помогу». Она улыбнулась, и в ее улыбке было столько тепла, что Алексей на мгновение забыл о своих проблемах. Они медленно перешли дорогу, и женщина крепко держалась за его руку, словно боясь упасть. «Спасибо вам», — сказала она. Когда они оказались на другой стороне, «Ты очень добрый». В наше время это редкость. Алексей лишь пожал плечами. «Пустяки. Берегите себя». Он хотел уйти, но женщина остановила его. «Подождите», — сказала она, роясь в сумке. «Вот, возьмите. Это вам за доброту». Она протянула ему маленький медальон на цепочке. Алексей хотел отказаться, но увидел, как ее глаза наполнились слезами. «Пожалуйста», — прошептала она. «Это все, что у меня есть». Он взял медальон и сунул его в карман, не придав этому значения. Женщина улыбнулась еще раз и медленно пошла своей дорогой. Прошла неделя. Алексей почти забыл о той встрече. Медальон лежал в ящике стола, покрываясь пылью. Жизнь шла своим чередом. Работа, дом, редкие встречи с друзьями, которые все больше напоминали формальность. Однажды вечером, когда Алексей вернулся домой, его ждало неожиданное письмо. Конверт был толстым, на нем стояла печать нотариуса. Сердце Алексея заколотилось. Он открыл конверт и начал читать. «Уважаемый Алексей, мы с сожалением сообщаем вам». «Нет, это не так. Мы рады сообщить вам, что вы стали единственным наследником госпожи Анны Петровны Смирновой. Пожалуйста, посетите наш офис для уточнения деталей». Алексей перечитал письмо несколько раз, не веря своим глазам. Анна Петровна Смирнова. Кто это? И вдруг он вспомнил. Та самая пожилая женщина, которой он помог перейти дорогу. Медальон. Ее слова. «Это все, что у меня есть». Он схватил медальон и рассмотрел его внимательно. На обратной стороне была гравировка. «Анна, 1945». На следующий день Алексей отправился в офис нотариуса. Его встретил пожилой мужчина в строгом костюме, который представился как Николай Иванович. «Вы, Алексей?» – спросил он, протягивая руку. «Да,
ответил Алексей, пожимая ее. «Я получил письмо». Да, садитесь». Николай Иванович указал на стул. «Анна Петровна оставила вам все свое состояние. Дом, сбережения, личные вещи. Она была одинока, и вы, видимо, стали для нее последним лучом света». Алексей почувствовал, как комок подступил к горлу. «Но я почти не знал ее. Вы встретились всего один раз». Николай Иванович улыбнулся. «Иногда одного раза достаточно». Анна Петровна была особенной женщиной. Она пережила войну, потеряла семью, но никогда не теряла веру в людей. Она верила, что доброта – это самое ценное, что есть в человеке. И вы доказали ей, что она была права. Алексей молчал, не зная, что сказать. Николай Иванович вручил ему ключи от дома Анны Петровны и папку с документами. «Дом находится в старом районе. Там вы найдете все, что она оставила вам. И еще». Он сделал паузу. «Там есть письмо. Для вас». Дом Анны Петровны был старым, но уютным. Он стоял в тихом переулке, окруженный деревьями, которые уже сбросили листву. Алексей открыл дверь и вошел внутрь. В доме пахло стариной и лавандой. Все было аккуратно расставлено, словно хозяйка только что вышла. Он нашел письмо на столе в гостиной. Оно было написано от руки. Почерк был аккуратным, но дрожащим. «Дорогой Алексей, если вы читаете это письмо, значит, я уже ушла. Не грустите. Я прожила долгую жизнь, полную как радостей, так и печалей. Но в последние годы я чувствовала себя одинокой, и тогда вы появились. Ваша доброта, ваше желание помочь незнакомой старухе тронули меня до глубины души. Вы напомнили мне, что в этом мире еще есть свет. Я оставляю вам все, что у меня есть. Не потому, что я хочу, чтобы вы были мне благодарны, а потому что верю. Вы сможете сделать что-то хорошее с этим. Живите счастливо, Алексей. И помните, доброта всегда возвращается». Алексей опустил письмо и закрыл глаза. Он чувствовал, как слезы катятся по его щекам. В этот момент он понял, что его жизнь уже никогда не будет прежней. Алексей решил остаться в доме Анны Петровны. Он нашел там старые фотографии, письма, книги. Каждый предмет рассказывал историю ее жизни. Он узнал, что она была учительницей, что она потеряла мужа на войне, что у нее был сын, который погиб в автокатастрофе. Она пережила столько боли, но никогда не сдавалась. Алексей начал новую жизнь. Он оставил свою старую работу и открыл небольшой благотворительный фонд, помогающий одиноким пожилым людям. Он назвал его «Свет Анны». Прошло несколько лет. Алексей стоял у окна своего дома и смотрел на улицу. Дождь снова шел, но теперь он казался ему не таким холодным. Он вспомнил ту встречу, тот случайный поступок, который изменил все. Он взял медальон, который все еще носил с собой, и сжал его в руке. «Спасибо, Анна Петровна», – прошептал он. «Мы дали мне не только дом, но и цель». И в этот момент он почувствовал, что где-то там, в другом мире, Анна Петровна улыбается ему. «Спасибо, что были с нами. Если эта история вас зацепила, поделитесь своими мыслями в комментариях. Нам важно ваше мнение. Поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. Пусть в вашей жизни будет больше добра, тепла и счастливых моментов. До встречи в следующем видео.